День добрый, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times и я, Дэн Стрелков. И уже по традиции приглашаю вас присоединиться к комьюнити Forex Times. Все ссылки я оставил в описании к этому видео, а в комьюнити Forex Times вы найдете прогнозы, основанный на комплексном анализе, который включает в себя изучение опционных и фьючерсных контрактов Чикагской товарной биржи, также показания толпы, а именно вы же прекрасно понимаете, что рынок в основном ходит против подавляющего количества трейдеров, то есть против толпы, именно ее большинства, а также в прогнозы включают в себя и изучение и практику теории волнового анализа Ральфа Эллиота. Также вы найдете в комьюнити торговые сигналы, чат и обучение. Присоединяйтесь, друзья, вы никогда об этом не пожалеете. А сегодня уж, как всегда, рассмотрим вероятное движение трех торговых инструментов. Евро и золото – это уже старожилы нашего прогноза. И бонусом сегодня пойдет нефть. В прошлый раз бонусом был фунт. Надеюсь, вам все замечательно понравилось. По фунту уровень был достигнут, про который, собственно, я говорил. Вы помните, здесь было крупное скопление, очень крупное скопление. Правда, чуть меньше, чем сейчас. Это на неделе еще расторговали, было добавление контрактов сюда. Но в любом случае уровень 1.34, я надеюсь, вы его успешно взяли. Сегодня по золоту и по нефти будут хорошие определенные рекомендации, а по евро рекомендация курить бамбук. Конечно же, в кавычках. Ну что ж, в любом случае, начинаем с евро, друзья. И по евро по недельным опционным контрактам мы дошли в крупное скопление опционных контрактов и call, и put, однако вы видите, что очень крупное скопление 4258 опционных недельных контрактов. Put находится гораздо выше цены, и что с этим делать на данный момент не очень понятно. По той простой причине, что если мы посмотрим месячные опционные контракты, то здесь, конечно, у меня даже улыбка возникает по той простой причине, что здесь еще на прошлой неделе было 11 тысяч контрактов, чуть-чуть больше, чем 11 тысяч контрактов, но в пятницу так сильно расторговали их, что прибавление получилось сумасшедшее, и сейчас на уровне, ну, чтобы было проще запоминать, 1.15 находится 15 тысяч контрактов месячных put. И что самое интересное, 12 тысяч контрактов put не смогли цену остановить, а цена пробила их успешно вниз, и я предполагаю, что продолжится дальнейшее падение цены. Однако, конечно же, необходимо выставить вот, собственно, такой уровень. Многие называют трендовый, ну пускай будет там трендовая линия, неважно. Важно то, что в данный момент по евро очень хочется покупать, но этого делать, к сожалению, нельзя, потому что уровень сопротивления, собственно, находится вон как высоко, там 6096 контрактов, уровень поддержки находится, собственно, внизу на 15 тысячах контрактов. Поэтому я предполагаю, что принимать решение о входе в рынок я буду исключительно на покупку, но только после того, как евро подойдет тестировать эти 15 тысяч опционных контрактов. Put. Вот. Что самое интересное, друзья, по недельным опционным контрактам с экспирацией в следующую пятницу, вот у нас 4258 контрактов. Put, то есть цена, прошу прощения, то есть уровень поддержки находится наверху. Цена с удовольствием пойдет его тестировать. И самое интересное, если мы посмотрим с вами экспирацию через неделю недельных контрактов, то мы увидим 4307 контрактов, тоже выше текущей цены. То есть я все намекаю на то, что в любое падение данного торгового инструмента, но мне очень хочется увидеть это падение еще на 135
140 пунктов к уровню 1.15 и от него уже рассматривать покупки. Маленькое резюме. Вы прекрасно помните, как я вам, извините за выражение, голову дурил, что вот здесь нет никакого импульса. И поэтому нельзя, в принципе, считать, что вот у нас импульс, коррекция, и мы будем дальше покупать. Ну, нельзя так считать. В данный момент некоторые наши коллеги, ориентируясь на вот эту прекрасную идею, которая мне также нравится, собственно, сейчас, секунду, что у нас было снижение, потом коррекционный рост и огромное падение европейской валюты против американской валюты. Они, основываясь на этой идее, предположили, согласно волновой теории Эллиота, что у нас прошла волна 1, 2, и сейчас, собственно, цена начинает сильнейшим образом валиться вниз. Только, друзья, уж простите меня, но как я вам дурил голову, что вот здесь импульса нет, так я сейчас продолжу дурить голову, что вот здесь импульса нету. Вы, конечно, спросите, если ты разрушаешь теорию, так ты что-то предлагай свое. Ну, сейчас мы возьмем сову, попытаемся натянуть на глобус, но я вам попытаюсь объяснить свою мысль, что если у нас здесь импульс, то значит, ну, только таким образом. Раз, два, три, четыре, пять. И что самое интересное, запросто, давайте на часовом таймфрейме, там будет вам еще лучше видна структура. Здесь структура гораздо лучше видна. Запросто сюда натягиваем импульс. Выстрел из пушки прекрасно. Сюда мы запросто натягиваем конечный диагональный треугольник. То есть у нас получается и волна 1, и волна 5 великолепный. Более того, волна 2 коррекционная, волна 4 коррекционная. Ну супер, казалось бы, Дэн, что тебе не нравится? А мне не нравится то, что волна 4 поглощает волну 1. Все это ломает полностью классический пятиволновой импульс. И сюда подходит только диагональный треугольник. Либо сужающийся, либо расширяющийся. Но смысл весь в третьей волне. Она самая большая. Сюда не подходит никакой диагональный треугольник, потому что в сужающемся третья волна должна быть меньше первой, а в расширяющемся третья волна должна быть меньше пятой. Но она тут самая большая. Да, вы можете сказать, Дэн, но бывают исключения. Но, друзья, на самом деле, если мы начнем сейчас баловаться исключениями, что у нас на самом деле коррекция – это импульс, а импульс – это коррекция, то тогда, если у нас существует на импульсы 3 правила, плюс еще диагональки раскладываются на 2 правила, а в коррекциях существует около 7-8 правил, то мы можем сразу все умножать на 2. Тогда смысл волновой теории Эллиота полностью пропадает, потому что тут можно будет натягивать сову на глобус как угодно, вы сами прекрасно понимаете. То есть всю разметку можно выкинуть сразу в мусорку. Я понимаю, что профессионалы, которые лет 10-15 занимаются данной теорией, могут возразить, потому что вот у них какая-то чуйка есть, они как-то работают по каналам. Но, друзья, если уже работаем по канонам и по правилам, давайте продолжать так же работать. Поэтому я не вижу как импульса вверх, я не вижу как импульса вниз. Поэтому что я могу здесь предложить? Давайте подумаем. То есть, если вот это вверх коррекция и вниз коррекция, ну, наверное, можно предположить некий треугольник, к примеру, только-только зарождающийся, скажем так. Вот, к примеру, какой-то вот такой треугольник. То есть у нас прошла импульсная волна вниз, и потом у нас коррекция А, Б, С, Д, Е и опять же поход вниз. Вот это можно предположить в данный момент. Но чтобы сказать, что да, действительно цена летит вниз, потому что у нас был импульс волны 1, ну простите меня, я не могу этого сделать, просто не могу. Да и тем более я вижу в краткосрочной перспективе, что профессионалы все равно смотрят вверх и на предстоящую торговую неделю, и через неделю.
И только уровень, собственно, 1.15 очень интересно влияет. Причем, что самое интересное, посмотрите, пожалуйста, если цена дойдет до этого уровня, так почему бы тут действительно треугольник не выстроить? Ну, пускай, так, секундочку, вот так сделаю, да, пускай будет вот. Дошли до 1.15, потом вверх, потом вниз. Так у нас и получается А, Б, С, Д, Е, дальше вниз. Если я угадаю с треугольником, это будет просто великолепно. Но поверьте, это пальцем в небо в данный момент. Я гадаю на кофейной гуще. А по факту, еще раз, если у вас очень сильно чешутся ручки, прям очень сильно, друзья, уровень 1.15 это прям для вас. Великолепно. Любую коррекцию просто продавайте в 1.15. Если ручки не чешутся, давайте посидим, подумаем, бамбук покурим и посмотрим, что будет, если цена сюда придет, как она себя поведет, и будем рассматривать исключительно покупки. Вот такая теория по евро. Кстати, по фунту там все гораздо интереснее, но я вам сегодня не расскажу. Приходите в комьюнити Forex Times, там все расскажу. А сейчас не расскажу. Ну что ж, поехали по золоту. Здесь, в принципе, ничего не изменяется с прошлой лекции. Можно предположить А, Б, С, что коррекция закончилась, импульс, коррекция, и мы продолжаем рост. Можно предположить, что это А, Б, С волны W, сейчас возникает волна X, потом Y, потом рост. Мы с вами так далеко заглядывать не будем. Но мы с вами обязательно заглянем. И вы прекрасно помните, в эти 9,5 миллиардов долларов опционных месячных контрактах в кол. Друзья, 9,5 миллиардов, не 9,5 долларов, а миллиардов долларов. То есть, конечно, мы можем предположить, что на Чикагской товарной бирже работают идиоты. И, в принципе, совокупно они собрали там 9,5 миллиардов, купили опционных контрактов кол, просто чтобы поржать. Потому что по-другому я это объяснить не могу. 9,5 миллиардов, чтобы поржать, ну, это, наверное, интересная сумма для того, чтобы поржать. Еще раз подчеркиваю. И еще раз подчеркиваю, мы с вами знаем такую смешную ситуацию, которую я называю Винни-Пух. Цена у нас Винни-Пух. Опционные контракты – это мед. Наверху у нас меда более чем на 12 миллиардов. Это только на одном уровне 9,5. Можно еще посчитать, здесь 909 миллионов, здесь почти 2 миллиарда, здесь 930 миллионов, ну, скажем, 12 миллиардов долларов. А внизу, господи, ну какие-то 879 жалких, и здесь миллиард 600. Все. Итак, мед внизу и мед вверху. И мы прекрасно понимаем, что у Винни-Пуха в голове опилки, но не настолько он тупой, чтобы не понять, что мед кушать надо идти наверх. По поводу меда у него все всегда прекрасно. Поэтому, друзья, собственно, рассматриваем исключительно покупки по данному торговому инструменту, тем более цена уже вплотную практически приблизилась к очень крупному скоплению опционных контрактов PUT на 7096 контрактов. И, разумеется, необходимо посмотреть, собственно, экспирацию. Это у нас экспирация, по-моему, последней недели июля, где, собственно, эти 9,5 миллиардов видно прекрасно. Вот у нас 16 тысяч контрактов, месячных опционных контрактов call. Это к ним и относятся вот эти чистые контракты на 9,5 миллиардов долларов. Посмотрите, пожалуйста, внизу, ну тут 2000, ну 1200, 1945. Тут наверху 16 тысяч контрактов. Поэтому, друзья, рассматриваем исключительно покупки. Как мы их рассматриваем? Но тут уже вопрос другой. Предполагаю, что сюда прекраснейшим образом натягивается начальный диагональный треугольник, причем третью волну можно вставить куда угодно. Либо сюда, либо сюда. Как вам нравится. В любом случае, правило диагонального треугольника
здесь имеют место быть. Диагональный треугольник – это импульс. Либо у нас волна А, либо у нас волна 1, неважно. Далее коррекция. Коррекция может быть двух видов. Опять же, может быть даже треугольником. Следовательно, следовательно, А, Б, С, Д, Е и последующий рост. Если будет треугольник, вы, друзья, это заметите, так как все-таки у треугольника есть четкие правила. Каждый последующий минимум выше предыдущего, каждый последующий максимум ниже предыдущего. Но также здесь, разумеется, может быть классическая коррекция в виде канала и, собственно, рассматривать покупки. Если вы, вот внимание сейчас, это очень важно, если вы дружите с математикой управления капиталом, то при обновлении уровня 4490 вы уже можете начать входить в рынок на покупку, собственно, с выставлением отложенных ордеров buy limit и, разумеется, правильно и грамотно выставлять стоп-лоссы, а самое главное, правильно рассчитать объем ордера, то есть лотность ордера для того, чтобы войти в рынок. Если вы плохо или совсем не дружите с математикой управления капиталом, работайте, пожалуйста, по принципу фактического наличия чего? Фактического наличия импульса, друзья. Импульс, далее коррекция, выставление отложенного ордера, buy, stop. А вот таким вот образом. Не выставляя никаких лесенок, не рассчитывая здесь лотности, не рассчитывая стоп-лоссы. Кстати, опять же, работа по факту, она подразумевает, что вы знаете как минимум все-таки, как вам рассчитать объем этого ордера buy stop, исходя из размера стоп-лосса и риска от баланса вашего торгового счета в процентном отношении. Но я считаю, что данный торговый инструмент, опять же, при наличии 9,5 миллиардов долларов и 16 тысяч контрактов месячных кол очень прекрасно. Ну и уровень вы видите 5300, 5330. Это целевой уровень по данному торговому инструменту. И бонусом, как я сказал, нефть. А по нефти почему, собственно, бонусом? По той простой причине, что маленькое предисловие. Новый глава Федрезерва США появился, причем это ставленник Трампа. Причем Трамп кричит постоянно «хочу снижения процентной ставки». Разумеется, он не политик, он бизнесмен, он хочет снижения процентной ставки, чтобы рос американский фондовый рынок, чтобы он всем кричал: смотрите, Байден был дурак, до Байдена все были дураки, а я такой хороший, при мне фондовый рынок американский растет. И мне плевать, что на высоких показаниях инфляции, на зашкаливающих данных по бензину, по цене бензина, я требую от главы Федрезерва, чтобы он снижал процентную ставку. Обычно, конечно, так не делают. Поэтому сейчас очень большое внимание, конечно же, на нового главу Федрезерва США. Американский доллар вы прекрасно видели последние 3 дня, резкий его рост. Но, разумеется, этот рост был обусловлен ростом государственных бондов, казначейских, собственно, облигаций американских, потому что на фоне роста инфляции доходность облигаций начала расти. И, разумеется, инвесторы прекрасно понимают, что государственные облигации, обеспеченные непосредственно государством, а это не что иное, как госдолг США, они обеспечены полностью на 100% государством. Поэтому, когда там доходность вырастает до 5%, представляете, 5% годовых, а у вас в кармане лежит там миллионов 20 долларов, 30 минимум. Вот. Ведь когда у вас в кармане 1000 долларов, вы думаете, как их приумножить. Когда у вас в кармане 5 миллионов, вы думаете, как их сохранить. Потому что вы прекрасно понимаете, что каждый год, если инфляция, допустим, там 3,5%, то вы просто
Каждый год с 1 миллиона теряете 35 тысяч долларов. Просто что у вас есть миллион, и если его закатали в банку стеклянную, под подушку положили, то каждый год вы теряете деньги. Вот, и, следовательно, когда у вас 10 миллионов, вы понимаете, что вы теряете 350 тысяч долларов, вам больно, но это больно. Поэтому, конечно, вы покупаете госдолг США, все прекрасно, он полностью перекрывает инфляцию. Вот у вас как было миллион долларов, он так вот, его покупательская способность такая и остается. Поэтому американский доллар вырос за последние 3 дня и, возможно, продолжит расти и дальше. Но новый глава Федрезерва, у которого задача снижать процентную ставку. Вот прям интересно, как он это будет делать на фоне того, что происходит в Ормузском проливе. США, конечно, всеми своими силами пытаются как-то смягчить удар по странам, которые попали в большую зависимость от этого Ормузского пролива тем, что США начали продавать свою нефть. Но неужели США эту нефть у инопланетян берет бесплатно? Они что там, бесконечная, что ли, нефть? Конечно же, нет. И если даже полагаться на Венесуэлу, то все-таки легкая нефть в Венесуэле, она максимально уже ограничена. Это тяжелая нефть в Венесуэле, она самая богатая страна в мире по запасам тяжелой нефти. Но тяжелую нефть нужно построить структуру предприятия, которое будет заниматься добычей, переработкой, очищением, ну и дальнейшей реализацией. Но кто там сейчас поедет в Венесуэлу этим заниматься? А легкой нефти в Венесуэле не бесконечное количество, как и нефти в США. Поэтому я все-таки предполагаю, что Трампу придется договариваться с Ираном, даже, может быть, не на самых выгодных условиях для себя. Но в любом случае существует телевизионная и интернет-пропаганда, которая преподнести может все что угодно и как угодно. Если Трампу кто-то ногой ударил по голове и разбил лицо, то пропаганда скажет, что Трамп поймал бандита и повредил ему ногу своим лицом. Он герой. Ну, вы понимаете, как это происходит. Поэтому, возвращаясь к нефти, либо открытие Ормузского пролива, либо как минимум разрешение прохода определенных танкеров, я здесь вижу. А вижу по какой причине? А по той причине, я думаю, что и вы видите, вдруг резкое у нас скопление, очень большое скопление на 55 тысяч месячных опционных контрактов кол. Обидно, конечно, что у нас экспирация буквально прошла в пятницу месячных контрактов, и до следующей экспирации нам еще долго, потому что эта экспирация у нас 16 июня, еще целый месяц. Но в любом случае на данном уровне, а это не уровень, это диапазон 109.50-110.50, в этом диапазоне будет активировано с очень большой вероятностью огромное скопление фьючерсных контрактов на продажу. Следовательно, нефть, друзья, мы с вами рассматриваем на продажу. Каким образом на продажу? И вот тут очень интересный момент. В идеале это должно было выглядеть таким образом, что начальный диагональный треугольник, далее коррекция А, Б, С и, собственно, вы понимаете, продолжение падения в импульсе с обязательным обновлением данного уровня. И мы бы прекрасным образом нашли бы уровень для продаж. Было бы замечательно, но чтобы вы понимали, диапазон 109.50-110.50 лежит примерно здесь, не обновляя данный максимум. И вот если мы зацепимся за этот уровень 109.50-110.50, то у нас с вами получится вот такая ситуация, а именно треугольник. Вероятное образование треугольника, друзья. Начальная диагональ в волне А,
Далее треугольник А, Б, С. Вот здесь этот диапазон очень крупный, где активируются фьючерсные контракты на продажу. Потом Д, Е, потом импульс вниз, и все-таки после этого разворот. Почему? Потому что треугольник это предпоследняя волна. А следовательно, мы здесь с вами получаем, ну, не очень понятно, что мы получаем, но в любом случае, если диапазон 109.50-110.50 выдержит, мы все-таки с вами получим падение и в треугольнике. Но как нам быть с этим треугольником в рамках того, что здесь прекрасным образом тоже может быть треугольник? А именно у нас с вами имеется падение вниз, после чего А, Б, С, Д, Е, и как будто бы надо падать вниз. Но если здесь будет треугольник, то мы не можем падать вниз. В общем, все это тяжело. И единственное, что сюда накручивается реально, это вот внимание. Это прям такой ужас. Опять же, из него тоже не особо можно выбраться. А именно треугольник, вход в который осуществился не сверху вниз, а снизу вверх. И тогда у нас получается А, Б, С, Д, Е вот таким вот образом. И потом отсюда вверх. Но есть проблема. И опять же, в треугольнике не должно быть импульсов. А у нас начальный диагональный треугольник, ну, как мне кажется, выглядит просто великолепно. Выглядит этот начальный диагональный треугольник изумительно. Поэтому, друзья, вот как из этого сейчас выпутываться, даже не представляю. И есть только один момент, что уровень, диапазон 109.50-110.50 не выдержит, и цена немного выше уйдет, а уйдет куда? Внимание. В теории профессиональные участники Чикагской товарной биржи используют опционные контракты для хеджирования своих фьючерсных контрактов. Опционные контракты Call используются для хеджирования в основном. Для хеджирования фьючерсных контрактов на продажу. Но, чтобы захеджировать полностью на 100% свои фьючерсы, необходимо входить в рынок на уровне премий контрактов. Потому что, когда вы покупаете контракт, например, за $1, грубо говоря, то вы уже заплатили этот доллар, и вам его никто не вернет. Вы купили контракт, и если цена не дойдет до уровня именно премии вашего опционного контракта, вы будете в убытке. То есть, смотрите, страйк или уровень, на спотовом рынке говорим уровень, на опционном на срочном рынке говорим страйк. Значит, страйк – это сам контракт, но вы же его купили за доллар. Следовательно, чтобы отработать свой доллар, цена должна вырасти к уровню премии. И вот когда цена к нему вырастет, и вы вот именно здесь продадите свой контракт, вы заработаете $1. Вы потратили $1, вы заработали $1. Вы в нулях. Так вот, чтобы полностью максимально захеджировать свои фьючерсные контракты, профессионалам необходимо входить на продажу именно на уровне премий. А уровень премий, смотрите, где находится у нас, как интересно, выше вот этого максимума и ниже вот этого максимума. То есть у нас получается начальный диагональный треугольник, скажем, неважно, волны А, например, а потом А, Б, С, без обновления максимума, потому что вы знаете, если коррекция обновит максимум нисходящего импульса, то это уже не импульс, а это чушь какая-то. Так вот, без обновления максимума с обновлением вот текущего максимума коррекционного, без обновления начальной точки нисходящего импульса и потом разворот. И у нас здесь волна B, C. Вот такой план. Надеюсь, он действительно будет правильный. Но есть один дядя, которого называют Рыжий. Рыжий из Белого дома. Вот что он сделает, никто не знает. Без понятия абсолютно.
Но единственное, что мы видим, что профессиональные участники рынка по какой-то причине прямо отмечают этот диапазон 109.50, 110.50 как диапазон, на котором или выше которого цена с большой вероятностью двигаться не будет. Но они отмечают именно уровень самих контрактов, а премии контрактов находятся чуть выше. Поэтому, друзья, диапазон 109.50, 110.50, но премия находится на, кстати говоря, здесь можно посмотреть, здесь же две, значит, премия на 116.40. Это где у нас? Да, это вот это наверху. Вот 116.40, 116.50 это уровень премии находится. Если цена до него дойдет, можно пробовать входить в рынок на продажу. Ой, ну вот такая теория по нефти. Если что-то было понятно, я очень буду рад. Если помог, по крайней мере, золото на покупку, нефть на продажу, в этом смысл есть. Потому что все-таки падение цен на нефть может спровоцировать все-таки рост инфляции в США, как минимум приостановиться, и может быть новый глава Федрезерва США начнет делать намеки на то, что а вот может быть мы снизим процентную ставку, дабы повысить доходность фондового американского рынка, и за счет этого американский доллар начнет падать, и золото пойдет вверх. Вот таким вот образом сегодняшняя лекция была составлена. Прошу прощения, если очень долго получилось по времени. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, в принципе, что по золоту и по нефти прибыль мы сможем взять. По евро, еще раз напоминаю, я буду исключительно ожидать уровня 1.15 и там уже принимать какие-то решения, если цена до него дойдет. Кстати говоря, мы сегодня в комьюнити Forex Times рассматривали все торговые инструменты, которые вы видите, и газ, разумеется, и еще некоторые торговые инструменты мы в течение недели рассматриваем, данных которых нету на опционном и фьючерсном рынках Чикагской товарной биржи. Так вот, могу отметить, что евро и швейцарский франк – это по корреляции зеркальные торговые инструменты. У них отрицательная корреляция. Так вот, если вы, маленькая вам подсказка, если вы найдете данные по поведению толпы в данный момент по торговому инструменту американский доллар против швейцарского франка, то обратите внимание, пожалуйста, на количество покупателей. На количество покупателей. Вот, вам очень понравится именно их количество. И помните, что рынок в основном двигается против большинства толпы. Вот если у вас, например, в торговом инструменте толпа покупает 70%, а 30% толпы продает, то вам нужно рассматривать продажи. Покупать с 70% толпы не нужно. И вы можете посмотреть, вот взять данные по толпе, по поведению толпы и взять себе, например, 3 месяца, записывать торговые инструменты, где какая процентовка. И вы увидите, что в подавляющем большинстве случаев цена будет идти против подавляющего большинства именно толпы, потому что толпа должна страдать. Трейдеры должны страдать. Ну что ж, друзья, еще раз в конце, уже по традиции, приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Напишите мне, пожалуйста, в личку, я расскажу вам все условия вступления в комьюнити, а, собственно, свои координаты я оставил в описании к этому ролику. Всем классного вечера и всем пока-пока.